История конфликта между преподавателем и студенткой-мусульманкой в хиджабе неожиданно получила продолжение. Выяснилось, что в Ивановской медакадемии провокацию с хиджабом организовала не преподаватель, а сама студентка. Николая Жидоморова сейчас пытаются представить как экстремиста, ненавидящего мусульман, но это не соответствует действительности. Он всего лишь уличил девушку в обмане. Разберем все подробности в нашем сегодняшнем выпуске. Просьба подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые видео. Итак, продолжим наш разговор. Предыстория конфликта следующая. Во время проведения экзамена девушка-мусульманка зашла в аудиторию в накидке, покрывающей голову и плечи, хиджабе. Не успела она получить билет, как сразу и без особых раздумий принялась строчить ответы на вопросы. Жидоморов заподозрил, что студентка спрятала под мусульманским одеянием наушник и пишет под диктовку помощника. И когда он понял, что девушка пытается его обмануть с помощью наушника, он поднял ее и предложил прочитать свой стих. Девушка смутилась, начала нервно смеяться и отказалась. А потом пожаловалась в свою диаспору, заявив, что русский преподаватель ее притесняет. Радикально настроенные мусульмане не стали выяснять истину. Для них было важно только то, что кто-то поднял голос против хиджаба. Они начали оказывать давление на доцента. Некоторые даже угрожали отвести его в лес и заставить копать собственную могилу. Они также пытались оказать давление на власти, организовав несанкционированный митинг. Тем временем преподаватель действовал согласно правилам внутреннего распорядка учебного заведения. Там ясно указано, какие головные уборы допустимы для студентов. Таким образом, студентка нарушила эти правила и попыталась качать права, при этом привлекла исламистов для давления на преподавателя. Радикалы воспользовались ситуацией, чтобы подорвать растущую кампанию по запрету никабов в России. Напомним, что никабы и даже хиджабы официально запрещены во многих мусульманских странах. В Таджикистане женщин заставляют носить платок традиционным способом и платить штраф за его отсутствие. Похожая ситуация наблюдается в Узбекистане, где патрули активно высматривают радикалов с ваххабитскими бородами. Казахстан также настойчиво пропагандирует светский стиль одежды и проводит разъяснительные мероприятия, подчеркивая, что казашки никогда не носили хиджабы и никабы, которые ассоциируются с арабской радикальной модой. В России пока стараются проявлять терпимость. Однако радикально настроенные мусульмане, потенциальные террористы, стремятся закутать женщин с ног до головы, используя эту мягкость. С 20 мая, когда в Таджикистане был введен запрет на ношение религиозной одежды в повседневной жизни, в Россию начали эмигрировать любительницы мешков с прорезями для глаз. Возможно, и России для защиты от радикалов потребуется законодательное вмешательство. Тем не менее, на местах уже зарегистрированы случаи отстранения учениц в никабах или хиджабах от занятий. Один из таких случаев произошел в школе города Мирный. Мама семиклассницы Алсу рассказала, что ее дочь была выгнана с урока из-за хиджаба. После этого девочка перешла на домашнее обучение. По словам матери Алсу, первую четверть школьного года девочка отучилась без нареканий и подружилась с одноклассниками. Дочка ходила на уроки в платке и школьной форме. Ее одноклассники быстро привыкли к этому. Однако конфликт произошел с учительницей математики. Учительница вдруг обратила внимание на то, что моя дочь пришла на урок в хиджабе, хотя она ходила так уже давно. И при всем классе накричала на нее: «Ты почему так одета?» Потом выгнала Алсу с занятия на глазах у других детей со словами: «Иди ознакомься с уставом школы о том, в чем должны ходить дети на уроки», описала ситуацию мать девочки. Это был настоящий шок для моей дочери. Мама девочки, узнав о случившемся, немедленно встретилась и с учителем, и с администрацией школы. Мне объяснили, что в школьном уставе есть пункт, согласно которому дети на уроках должны быть без головных уборов. В итоге предложили либо перевести дочь на домашнее обучение, если она собирается носить хиджаб, либо снимать платок в школе, рассказывает Галина. Мы согласились на перевод. Но теперь у нас проблемы с оценками по алгебре и геометрии, которые ведет та самая учительница. У дочки, которая раньше училась на 4 и 5, теперь по этим предметам двойки. Катя остается на осень на пересдачу. В школе ситуацию описали кратко, маму ознакомили со школьным уставом. Галина тем временем планирует писать жалобу в прокуратуру. Историю прокомментировали юристы. Согласно закону об образовании, устав школы определяет форму одежды для учеников. Если в нем указано, что ученики должны быть без головных уборов, то это требование необходимо соблюдать. При зачислении девочки в школу родители должны были ознакомиться с уставом и всеми требованиями, пояснила юрист Инесса Рябинина. Другой момент – реакция педагога. Нужно понять,
Прописано ли в документах школы, что за несоблюдение требований к внешнему виду педагог имеет право отстранить ребенка от занятий? Если это предусмотрено уставом школы, то действия учительницы регламентированы. Однако, если мама считает действия и высказывания педагога оскорбительными, она имеет право обратиться в прокуратуру для проведения проверки. А что насчет всего этого думаете вы, уважаемые зрители? Делитесь своим мнением в комментариях и не забудьте подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Всем добра, всем пока!